Огромный снежный барс вырывается из тени и бросается на старого оленя. Все должно закончиться здесь. Но в последний момент происходит невозможное. Он не нападает. Он замедляется, подходит ближе и вместо удара мягко касается его. Из тумана выходит еще трое. Они окружают оленя. Но нет ни крови, ни борьбы. Только тишина и нечто необъяснимое. Много лет назад, в одной из самых суровых зим, лавина накрыла самку снежного барса, королеву этих гор. В это время в холодной пещере остались ее 4 детеныша. Совсем маленькие, они ждали мать, которая уже не вернется. Замерзая, они прижимались друг к другу, обреченные погибнуть. В это же время неподалеку самка оленя потеряла своего детеныша. Его загрызли волки. Потеряв все, она бродила по метели в поисках укрытия и случайно наткнулась на ту самую пещеру. Запах хищника должен был заставить ее бежать, но вместо рычания она услышала жалобный писк. Внутри лежали 4 дрожащих барсенка. В этот момент исчезла граница между видами. Боль матери встретилась с отчаянием сирот. Олень сделала невозможное, легла рядом с ними, согревая своим телом. Детеныши прижались к теплу. Они не знали, что перед ними враг. Они знали только, что это жизнь. День за днем она оставалась с ними, уходила ненадолго, чтобы найти пищу, и возвращалась. Она стала их теплом, защитой и матерью. Она чистила их, согревала, оберегала. Барс, хищники по природе, выжили только благодаря той, кого должны были бы съесть. Шло время, детеныши росли, их глаза становились золотыми, тела сильными. Они играли, иногда случайно причиняя боль оленю, но всегда останавливались, словно понимая. Они учились тому, чему не учит дикая природа – благодарности. Олень не могла научить их охоте, но научила двигаться, выживать, находить воду и не бояться мира. Со временем они начали охотиться сами, но каждый вечер возвращались к ней. Спали рядом, защищая ее. Ту, которая должна была быть их добычей. Прошли годы. Барсы выросли и ушли в горы, чтобы стать хозяевами своих территорий. Перед уходом они молча попрощались с оленем, с матерью, которая спасла им жизнь. Олень осталась одна. Она старела, становилась слабее. Без защиты она стала легкой добычей. И однажды это почти случилось. Стая волков загнала ее к скале. У нее не осталось сил бежать. Она закрыла глаза, готовясь к концу. И вдруг раздался оглушительный рев. Сверху, как молния, спрыгнул огромный снежный барс. За ним еще 3. Волки в ужасе отступили и убежали. Барс встал перед оленем. Это был тот самый, со шрамом на носу. Он вырос, стал настоящим королем гор. Он не атаковал, он нежно лизнул ее морду. Остальные встали вокруг, защищая ее. Они не видели добычу, они видели мать. 3 дня они были рядом, охраняли ее и помогали восстановиться. Затем отвели в безопасное место с травой. Перед уходом они словно оставили знак. Этот олень под их защитой. Ни один хищник больше не тронет ее. Старая олениха прожила остаток жизни в покое, став легендой этих гор. Эта история доказывает, даже в дикой природе могут возникать связи, которые сильнее инстинктов. Если олень может вырастить барсов, а хищники вернуться и спасти свою мать, значит, возможно все.